Что современная наука говорит о существовании души и духовной жизни человека? Современная наука в целом не признает существование души и духовной жизни человека в рамках своих методологических подходов, основанных на эмпирическом исследовании, эксперименте и объективных данных. Основные науки, такие как физика, биология, психология и неврология, фокусируются на изучении материальных аспектов человеческого организма и поведения. Однако в области философии, религии и гуманитарных наук сохраняется разнообразие мнений относительно концепции души и духовности. Некоторые ученые и исследователи рассматривают духовность как важную составляющую человеческого опыта, изучая ее через психологические, культурные и субъективные аспекты. В нейронауках, например, ведутся исследования, направленные на понимание связей между мозгом и субъективным опытом, что иногда интерпретируется как попытки понять природу сознания и духовных переживаний. Таким образом, в научной среде существует скептицизм относительно материальной доказательности души, однако вопросы духовности и внутреннего опыта человека активно изучаются в гуманитарных и культурологических контекстах. Научный взгляд на роль духовной жизни человека в его развитии. Современная наука в первую очередь базируется на объективных методах исследования, эксперименте и притязании на проверяемость. В этом контексте многие аспекты духовной жизни, такие как внутренние переживания, вера, духовные практики, сложнее поддаются объективному измерению и научному анализу. Однако это не означает, что наука игнорирует или полностью отвергает значение духовных аспектов для человеческой эволюции. В последние десятилетия появляются междисциплинарные исследования в области, например, нейронаук, психологии и медитационных практик и философии, которые исследуют влияние духовных практик на здоровье, психологическое состояние и развитие личности. Некоторые ученые признают потенциал духовных практик для улучшения качества жизни и внутреннего развития человека, хотя и без однозначного подтверждения их эволюционного влияния. Можно сказать, что одним из ограничений современной науки является ее склонность к редукционизму и фокус на материальных и измеряемых аспектах человеческого опыта. Это не обязательно означает отрицание важности духовной жизни, а скорее ограничение методов и парадигм, которые позволяют полностью понять ее роль в эволюционном развитии человека. В конечном счете, будущее научных исследований может расширить границы знания, включив в рассмотрение и духовные аспекты, что поможет лучше понять человека как целостную сущность, как биологическую, так и духовную. Является ли психология наукой о душе и занимается ли она ее изучением? Хотя психология переводится с греческого как «наука о душе», от греческого «псайхе» – «душа» и «логос» – «учение», традиционно психология определяется как наука о душе или духе. Однако в современной научной практике психология не занимается изучением души в религиозном или мистическом смысле. За долгие годы развития психология в основном концентрируется на изучении психических процессов, поведении, мышлении, эмоциях, восприятии и когнитивных функциях, часто оставляя в стороне более духовные или метафизические аспекты, связанные с концепциями души в религиозных или философских системах. В современном понимании душа – это метафора или концепция, обозначающая внутренний мир человека, его психические состояния и субъективный опыт,
а не какая-то мистическая субстанция. Таким образом, психология занимается изучением тех аспектов человеческого внутреннего мира, которые можно наблюдать, измерять и анализировать научными методами, избегая метафизических и религиозных интерпретаций понятия «душа». Этот вопрос поднимает важную дискуссию о стыке науки и духовности, поскольку в практике и теории психологии остаются разные области и подходы, и термин «психология» охватывает широкий спектр аспектов внутреннего опыта человека, включая и духовные вопросы, если они выступают в рамках научных исследований и теорий. В более узком смысле духовные процессы иногда ассоциируются с религиозными, метафизическими или философскими аспектами, которые не всегда попадают под сферу научного изучения, в частности, психологии. Так признает ли психология существование души? Психология, как научная дисциплина, обычно не занимается вопросами существования души в метафизическом смысле. Вместо этого она фокусируется на изучении психических процессов, поведении, когнитивных функциях, эмоциях и личностных характеристиках с помощью эмпирических методов и научных подходов. В различных направлениях психологии могут встречаться разные взгляды. Например, в духовных или религиозных концепциях может присутствовать вера в душу, как в нематериальную сущность человека, тогда как в научных теориях психологи опираются на данные, полученные при помощи экспериментов, наблюдений и статистической обработки информации. Таким образом, современная психология в рамках научного метода не подтверждает и не отвергает существование души как метафизической или религиозной концепции, а сосредоточена на изучении психики и поведения человека с помощью так называемых научных средств. Можно ли объяснить духовные процессы с помощью открытий квантовой физики? Этот вопрос является предметом активных дискуссий и философских размышлений. Научные достижения в области квантовой физики, такие как описание явлений сверхпроводимости, квантовой запутанности и волновой функции, существенно расширили наши знания о природе материи и энергии на микроскопическом уровне. Однако влияние этих открытий на область духовных процессов и духовного восприятия остается сложным и неоднозначным. Некоторые ученые, философы и сторонники духовных практик считают, что принципы квантовой физики могут косвенно объяснить или поддержать идеи взаимосвязи всего сущего, единства и взаимопроникновения сознания и материи. Например, концепции запутанности и нелокальности иногда интерпретируются как метафоры или даже подтверждения идеи взаимосвязанности всего живого и духовной сферы. При этом важно подчеркнуть, что научные исследования не предоставили прямых доказательств связи квантовых процессов с духовными аспектами человеческого опыта. Дело в том, что основные методы науки основаны на принципе объективности, то есть на объективных наблюдениях, экспериментальной проверяемости и эмпирических данных, в то время как духовные процессы часто изучаются на субъективном уровне, то есть через субъективный опыт, медитацию, религию и философию. В целом можно сказать, что открытия квантовой физики стимулировали новые взгляды на природу реальности и вызвали интерес к возможным взаимосвязям между физическими и духовными аспектами мира. Однако их прямое влияние на глубокое понимание духовных процессов остается предметом интерпретации и личных воззрений.
а не обоснованной научной концепции. Открытия квантовой физики привели к созданию новых направлений, например, квантовой психологии, которая использует такие термины, как квантовое поле, нелокальность и другие. Открытия квантовой физики действительно вызвали широкие дискуссии в научной и популярной сфере о связи между наукой и духовностью. Создание направления квантовой психологии зачастую основывается на интерпретациях некоторых концепций квантовой теории, например, идеи о связности или запутанности, возможном влиянии сознания на физическую реальность и другие. Важно подчеркнуть, что большинство ученых относятся скептически к прямым ассоциациям между квантовой физикой и духовными или эзотерическими учениями. Научными открытиями в области квантовой физики можно объяснить понимание микромира, его поведения и законов, однако они не представляют убедительных доказательств, подтверждающих существование духовных сил или сверхъестественных эффектов в рамках современной науки, основанной на экспериментальных методах. В целом, исследование терминологии и концепций квантовой физики в контексте духовных и эзотерических учений зачастую считается преувеличенным или искаженным. Научное сообщество сходится во мнении, что для признания какого-либо духовного учения необходимы строгие доказательства, подтвержденные систематическими исследованиями, чего на текущий момент в большинстве случаев не имеется. Таким образом, хотя современные открытия в квантовой физике могут вдохновлять размышления о природе реальности и сознания, это не означает научного обоснования для утверждения о духовных и эзотерических учениях. Есть ли связь между квантовой физикой и квантовой психологией? Квантовая физика и квантовая психология – это две области, которые используют термин «квант», но имеют разное происхождение и цели. Квантовая физика – это область современной науки, изучающая поведение материи и энергии на очень малых масштабах, атомах и субатомных частицах. Она характеризуется явлениями, такими как суперпозиция, квантовая запутанность, дискретность энергии и волновая природа частиц. Ее основополагающие принципы подтверждены экспериментами и занимают фундаментальное место в физике. Квантовая психология – это междисциплинарное направление, которое использует концепции и термины, вдохновленные квантовой физикой, чтобы объяснить психологические состояния, сознания, развитие человека и его взаимодействие с миром. Обычно в квантовой психологии делается акцент на идеях о взаимосвязанности, потенциале сознания и возможных влияниях мысли на реальность. Эти две области имеют сходство. Они используют термины и метафоры. Некоторые теории в области квантовой психологии заимствуют концепции, такие как суперпозиция или эффект наблюдателя, пытаясь описать психологические процессы или сознание метафорически или как аналог физических явлений. Идея о взаимосвязанности. Оба направления иногда подчеркивают глубокую взаимосвязь и целостность систем. В физике это связанность частиц, в психологии человека и его окружения. Есть ли связь квантовой психологии и квантовой физики с метафизикой? Метафизика – это раздел философии, изучающий природу реальности сущего бытия. Квантовая физика и квантовая психология могут иметь
общее с метафизикой, если рассматривать их в контексте более широких вопросов о природе реальности. В квантовой физике, особенно в интерпретациях, связанных с возможностью существования множества реальностей, взаимодействия и первичных принципов бытия, проявляются метафизические идеи. В квантовой психологии зачастую присутствует эзотерический или философский подход, предполагающий, что сознание или мыслеформы имеют фундаментальное влияние на реальность, что перекликается с идеями метафизики о природе духовного и материального. Таким образом, многие концепции квантовой психологии не являются частью научной физики и основываются скорее на метафорических интерпретациях, чем на экспериментальных данных. Поэтому связь с метафизикой скорее историческая и философская, чем строго научная. Квантовая физика и квантовая психология используют термин «квант» как метафору или вдохновение, и между ними есть общие темы, связанные с взаимосвязанностью и возможностями восприятия реальности. Обе сферы могут иметь общие корни в метафизических взглядах на устройство мира, но в научном смысле их можно считать разными дисциплинами. Безусловно, все вышесказанное – это правда, поскольку современная наука основывается на принципе объективности, тогда как духовность имеет субъективный характер.